Поход на русскую Лозовую начинался очень для нас неожиданно, скажем так. Отошел после штурма Ольховки, прошло там меньше месяца, и у нас был маломальческий тренировочный процесс. И в один из дней, где-то в обед, приехал наш командир на то время Рачок и довел нам информацию, то, что мы собираемся и сейчас едем на штурм села. В спешке мы начали собираться, формировать колонну и приехали на это святое место. Если не ошибаюсь, у нас в главе колонны было 2 танка и 1 БТР. Точка скопления была здесь. Соответственно, мы подождали, пока была доразведка птичек. Птички сказали, что все чисто, дорога не заминирована, и мы выдвинулись отсюда на штурм русской Лозовой. По пути, как только ехали мы в машине со степом Тяпа Мини, младшим, и у нас был АГС сзади в кузове, АГСник был колода, и мы ехали за капсулой где-то 4-й в колонне. Как только подъехали к началу села, оказалось, что дорога была заминирована ТМ-ками. Впал в ступор, танки открыли огонь по блокпосту, и все высыпались из машин на обочину, заняв свои сектора огня. Началась стрелкотня. Мы переждали, услышав по рации то, что дорога заминирована и никак нельзя ее разминировать, приняли решение разворачиваться и уезжать. Сразу же где-то минут через 5 начался обстрел минометный. Наша колонна развернулась. Мы ехали, и получается там стоял град сгоревший. И наша машина возле него остановилась, и как раз рядом на другую сторону дороги был прилет. Наверное, большую часть моей машины посекло осколками. Были ранены степ, мини, тяпа и наш АГСник колода. Узнав, что колода 300, мы сразу поехали в 4-ку неотложку, так как она была самая ближайшая. Мы отвезли его туда. И степ принял решение вернуться сюда, на точку скопления, чтобы обсудить все, что произошло. Как только все вернулись сюда, нас ожидал неприятный сюрприз. И как только мы начали выезжать, слава богу, сюда прилетел снаряд, точно не знаю какой, но прилет был хороший, и мы все быстренько отсюда уехали. Подумав, как обойти эту всю схему, оказалось, что они просто скрепили ТМ-ки, и как только увидели, что колонна двигается на штурм села, они просто вытащили ТМ-ки связанные. И вот так сделали нам минный шлагбаум. На следующий день командование приняло решение сделать заход с маневром с группы людей из леса. То есть группа из леса должна была зайти на ноге. Рачок, собственно, с малой группой, у него было задание разминировать дорогу, соответственно, снять эти все ТМ-ки. Ну а ТМ-ок до блокпоста была очень четкая видимость, и там метров 100 было. Когда состоялся второй заход, группа с леса ждала своих указаний. Я оказался в этой малой группе с Рачком, и мы выдвинулись с лесного малой группой снимать ТМ-ки. Ну, было так себе, конечно, представление. Но, продвинувшись к ТМ-кам, мы заняли сбоку лесополосы 360 градусов. Подкравшись, Рачок с еще одним пареньком просто-навсего снял эти ТМ-ки. Я просто был восхищен его поступком, героизмом. Я думаю, такие люди заслуживают звания Героя Украины. В общем, Рачок снял эти мины все. Мы выдвинулись обратно в лесное и передали информацию, то, что
дорога расчищена и может заезжать техника. В итоге совершили маневр с леса люди, и мы заехали на технике непосредственно в село уже. Пидоры текали, люди с леса взяли пленных. После мы принялись зачищать село, налутали очень много оружия. Настолько было много оружия, что везли оружие в такой, знаете, связанной такой сумке на тачке. Мы туда погружали оружие и просто везли тачками. В итоге, когда мы зачистили полностью село, мы заняли свои СПшки наблюдательные, заняли оборону по всему селу 360 градусов. И моя группа осталась на ночь, соответственно, на СПшках. Утром они попытались сделать разведку боем, которая венчалась неуспехом. Мы их подавили огнем, и они просто отошли обратно в питомник. И на следующий день на утро у нас приехал КамАЗ, Кунг, и провели мы ротацию людей, и мы снялись на Харьков отдыхать, освободив село Русская Лозовая 29 числа, 29 апреля. Тогда подавила их артиллерия, и на блокпосту уже никто не стоял. Потому что очень тогда хорошо отработала наша артиллерия, и, соответственно, враг уже понимал то, что мы собираемся штурмовать это село, и, скажем так, они потихоньку оттягивались назад в питомник. Соответственно, когда мы снимали уже мины, на блокпостах никого не было. Только были некоторые потеряшки в селе, ну и еще определенная небольшая группа людей. Оценивая сейчас, когда я уже за 1,5 года войны получил какие-то определенные военные знания, это было, ну, чтобы честно, на 8 из 10. Так как были маневры, заход в село был с двух сторон, отвлекающий маневр, снятие минного заграждения, заезд, зачистка, подготовка, артподготовка, доразведка, все было хорошо. Но тогда я этого не понимал, так как это был мой второй штурм в жизни. Понятия было, скажем так, не очень много. Местные были, небольшие контакты были очень рады нас видеть. Конечно, проживание у них там было так, как русские живут как свиньи, обрубают все электричество, ни воды, ни еды. Мы подкармливали местных, батончики, что брали с собой на выезд, отдавали детям шоколадные батончики, они были очень рады. Это довольно-таки крупный населенный пункт, и было задействовано больше людей, чем в Ольховке. Все же, когда я зачищал, я буду говорить по себе, я немного встречал местных, так как они были испуганы. И, конечно, когда мы зашли зачищать село, то артиллерия врага очень плотно работала по нам, пытаясь выбить нас обратно. И, соответственно, местные были по подвалам. Ну и потом в дальнейшем Кракен настроил логистический путь волонтерства. Группы людей приезжали и, то есть, выдавали людям волонтерку, и тогда уже местные выходили, знали об этом, кричали своим соседям, которые не знали об этом. То есть достаточно там было мирного населения, просто они были испуганы и все прятались либо по подвалам, либо по домам. И, конечно, сразу же в день зачистки было, по-моему, несколько автобусов эвакуации мирного населения, кто хотел. Да. Чтобы вспомнилось, то, что это очень крупное село и очень много пришлось зачищать улиц, была усталость. Ну и смешной момент, то, что с тачкой, с сумкой мы везли оружие и загружали это все в один пикап. Вот такая гора была оружия. И мы отправляли просто машины, КамАЗами вывозили оружие.
Вот единственное, наверное, у меня воспоминание. Да-да-да, вспомнил этот момент с копейкой и зеткой. Кто-то, не знаю кто, но постарался на капот поставить кучу чего-то. Это было очень смешно. Я просто проходил мимо, и я уже видел уже готовое искусство на этом капоте. По мне так. Мы мочим Руслан. Выпускай Кракена!